Александр Сергеевич, за приглашение для участия в форуме. Я хочу поприветствовать всех участников форума. То, что сегодня форум обсуждения этого вопроса чрезвычайно важная тема, и надеюсь на успешную работу нашего форума обсуждения. Но прежде всего, вы еще... Была конференция, был форум 7 мая 2024 года. Извините, я сейчас очки возьму, сейчас прошу прощения. Извините. Еще на резолюции в предыдущем форуме было написано о том, что жизнь – это священный дар и одна из наивысших ценностей с точки зрения всех традиционных религий. Сотрудничество во имя сохранения жизни людей сегодня самая важная и благая обязанность священнослужителей. Я осетин по национальности и живу в Крыму, но родина моя Осетия. Крым, как и Осетия, это многонациональная республика, где живут более 120 национальностей и имеют различные вероисповедания, с различными вероисповеданиями. Осетия – это также многонациональная республика, и которая приняла христианство еще уже 1112 лет назад, раньше, чем Россия. Но есть и это регион, где всем хорошо, и уважительные отношения друг к другу. Я жил в селе, где жили люди разной национальности. Это и где всем им было хорошо, различные конфессии. Часть Осетии приняли мусульманскую веру. Вот у меня мама, например, была мусульманкой, а мы все православные, и всем нам было хорошо. И все традиции, которые мы унаследовали от наших предков, мы их сохраняем. То, что происходит, мы широко обсуждали сейчас вопрос по Украине, Сирии, Палестине, это очень печальная история в нашей жизни. Мы, естественно, осуждаем, и все те люди, которые нарушили эти основы нашей жизнедеятельности, должны быть привлечены к ответственности. Здесь много было сказано. Молодой человек, он привел примеры, и рад, что вообще молодежь принимает участие в обсуждении этого очень важного вопроса. Женщины, наши представители красивого пола, приняли участие тоже. И я хочу сказать о том, что то, что происходит сегодня в Палестине и других регионах, мы с волнением смотрим и сопереживаем, и я хочу передать, что мы поддерживаем Палестину, палестинский народ, Сирию. И Крым это, знаете о том, что это там исторически связано с Осетией. До XIII века там жили наши предки, аланы. И эти все традиции, которые мы сохранили, мы дальше унаследуем. Что я хочу сказать, что очень важный, Александр Сергеевич, форум, еще раз подчеркиваю о том, что очень важная тема, и хочу поблагодарить вас за вашу деятельность. Также присоединяюсь к Мирабу, потому что считаю, что священнослужители, была и в резолюции это сказано, о придаче статуса неприкосновенность и особого статуса, я бы сказал, дипломатической неприкосновенности. Иначе то, что происходит на Украине, это как-то вызывает очень такую настороженность и обеспокоенность. С целью для того, чтобы как-то, я бы предложил обращение от нашего форума к украинскому народу, еще раз задуматься о том, что сохранение нашего единства, славянского мира,
так сказать, которых кто-то хочет нас, чтобы ослабить наше влияние в мире, уничтожение славянского мира, которое никогда не получится, ни у кого не получится. И приложение написать, выйти с обращением к украинскому народу о сохранении мира и развитии наших отношений на благо будущего нашего народа. Мы все разные по национальности, разные по вере, но мы все, кто вот представители разных духовенств, мы хотим мира. Каждый человек хочет мира, любви, счастья. Мы должны думать о будущем нашего народа, о будущем наших детей, и поэтому предлагаю, я думаю, что мы вместе надеемся о том, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы сохранение мира нашего. Вот. Притом, здесь вот представители СМИ говорили о том, чтобы развивать информационное поле как через поле взаимодействия наших священнослужителей и общественных деятелей нашей страны. Я, извините, такое выступление, но я верю и надеюсь о том, что мы общими усилиями сделаем все необходимое для будущего нашего мира, для будущего наших детей. Я желаю вам всем мира и счастья, благополучия от всего астинского народа, крымчан, и желаю успехов в деятельности. Спасибо большое.